Войска Третьего Белорусского фронта вели бои по очищению от противника косы Фришнерунг. Войска Второго Белорусского фронта 5 мая овладели крупным портом и военно-морской базой немцев на Балтийском море Свинемунде. В 1945 году крепость Свиноустье играла очень важную военную роль. Почему? Во-первых, это был главный пункт снабжения курлянской группировки и эвакуации в ходе проведения операции «Ганнибал», той самой операции, во время которой было эвакуировано более 1 миллиона человек, солдат и гражданских из Восточной Пруссии. Во-вторых, потому что тут находилась крупнейшая уцелевшая группировка немецких войск и флота на Балтийском море. Несколько тысяч немецких солдат, которые находились в крепости Свиноустье в начале мая 1945 года. Корабли военного флота, крейсера, тральщики и эсминцы представляли большую угрозу для советской армии, действующей на Балтийском взморье, и должны были быть разгромлены, чтобы закончить войну. Бои были очень жестокие, и мы все время, наш дивизион был вместе с пехотой. Но помогли нам моряки. Подошел корабли Балтийского флота. Мы двигались уже, зная о том, что справа-слева у нас уже наши войска. Если сравнить с боями, которые были на Нарве, в Раутинце, в Данциге, тут уже немцы были не те. Заметно было, что они уходили. Крепость Свиноустье 5 мая фактически сдалась. Был отдан приказ об эвакуации всех частей гарнизона, но тем не менее было принято преступное решение. Молодым радистам, членам Гитлер-Югенда и Фольксштурма было приказано задержать советские войска, которые стремительно приближались к Свиноустью. Этот приказ был частично выполнен несколькими группами фанатично настроенной молодежи. На одном промежуточном бое был ранен мой командир роты. У него ранение было в висок, он скончался. Это такой тяжелый период, который, никогда не забывается. Примерно в этом месте, где мы находимся, по краям дороги были выкопаны 2 укрытия. И когда 5 мая 1945 года около полудня тут на повороте появился первый советский танк, на броне которого находилось отделение советской пехоты, он был обстрелян из панцерфаустов. А стрелял 15-летний солдат местного Гитлер-Югенда, которым руководил капитан Вольмар, потерявший ногу инвалид войны, фанатично преданный Гитлеру. Именно Вольмар и организовал группу из молодых парней и здесь с ними создал укрепление. В итоге попадания из панцерфауста танк, конечно, загорелся. Несколько солдат, которые ехали на броне, погибли на месте. А техника, которая шла в составе этой колонны, отступила в направлении Мензес-Дроя, чтобы через несколько часов вернуться уже в боевом порядке и уничтожить этих молодых фанатиков. Это еще один пример преступности нацистского государственного аппарата, его бессмысленной жестокости и безответственности людей, отдающих такие приказы. Я говорю про немецкое командование, которое отдавало такие приказы 5 мая 1945 года. После того, как 2 мая Берлин капитулировал, война была уже закончена. Когда в мае 1945 года советские войска вошли в Свиноустье, в этом форте находилось около 160 солдат вермахта, хорошо снаряженных, вооруженных и, прежде всего, боеспособных. Так как это был уже конец войны, советские солдаты их не атаковали. Но по воле случая произошло следующее. По Балтийскому морю шла баржа, которая эвакуировала раненых из Восточной Пруссии, скорее всего, из района сегодняшней Клайпеды. И возле Свиноустья у них заканчивалось топливо. Солдаты в форте, обладавшие отличной радиостанцией, узнали об этом. Они сообщили команде баржи, что у нас есть топливо, можем его вам дать, но только если вы нас вывезете. Баржа ночью зашла в акваторию. Солдаты погрузили топливо на судно и отплыли. Так было тесно, что, говорят, плыли стоя, не было где сесть. Таким образом, через датские проливы они поплыли аж за Любек, где сдались в плен. И еще несколько лет назад некоторые солдаты из гарнизона форта приезжали сюда посмотреть на место, где они служили. Так мы и узнали эту историю.
Никто не мог точно сказать, когда закончится война, сколько дней или недель осталось, но всем было понятно, что Германии она проиграна. Когда командование гарнизона крепости Свиноустье узнало о том, что соседний Волин занят советскими войсками, они спешно объявили полную боевую готовность. Это была лихорадочная мера. Прошел всего день, и 5 мая после принятия решения об эвакуации крепости, после того, как немцы покинули большинство оборонительных объектов, на маяке и городской ратуше было поднято красное знамя. Мы же не думали, что мы доживем до 70 лет. Это же какое-то необычное достижение. Давайте будем помнить, какой ценой досталась победа.